Мы сейчас спустимся на глубину 120 метров под землю. И все, что мы там увидим, будет сделано из соли. И это не музей, это соляная шахта, которой более 700 лет. В конце видео я расскажу, стоит ли сюда ехать именно с детьми или это просто туристический аттракцион. Едем уже в Величку, с Кракова ехать до Велички, до именно шахты, примерно 20-25 минут на обычном автобусе. Вот мы сели на 304 автобус. Да, здесь показывает даже время, сколько ехать, даже картинка Google карты. У нас, например, во Вроцлаве такого нет. Интересно. В общем, ехать недолго. А это очередь на покупку билетов. И здесь стоят флаги, то есть вот есть Россия, там Германия, Украина, Польша. Выбираем свой флаг и идем. То есть выбираете флаг страны, да, языка, на котором вы говорите, потому что здесь можно взять переводчика, гида на разных языках. Но мы в данном случае будем брать на польском. Короче, спускаемся мы в шахту, но у нас проблема. Вот эта проблема. Оказывается, все вещи, коляски и все остальное оставляется еще до входа не только в шахту, а именно вот там, где паркинг машин. А мы-то сюда зашли не на паркинг машин, а пешком, и мы не знали об этом, и не заметили, прошли. И тут оставить категорически никто нам не отказал, оставить коляску на входе. Сказали нет, и все, представляете? И вот мы с коляской спускаемся, а здесь, на секундочку, 300 ступенек. Долго идем мы, да? Конечные ступеньки, да, Андрюша? Давай. Папа наш с коляской. Видите, мы догоняем нашу команду. Просто посмотрите, как здесь красиво. Но здесь уже все, мы ступеньки прошли, здесь уже можно коляску вести. Все, не пускают нас? Закрыли? Нет? О. Вообще вся система шахты очень огромная, но туристам, конечно, показывают только небольшую часть. Есть два типа маршрутов – туристический и шахтерский. Мы выбрали туристический маршрут, и его длина примерно 3 километра. Эта шахта – это объект ЮНЕСКО, более 300 километров дорог, но наш путь туристический протяженность 3 километра. Всего 800 плюс ступенек, но наш путь, опять же, содержит только 304, по-моему, ступеньки. Вот мы вниз спускались. Когда начинаешь идти по этим туннелям, сначала даже сложно поверить, что это все настоящая шахта. И когда-то здесь работали шахтеры. Стены, потолки, пол – все сделано из настоящей соли. И некоторые туннели довольно низкие. Например, Влад у нас высокий, и местами его голова почти достает до потолка. Посмотрите на потолки просто. Влад и потолок. В шахте есть интересная легенда, связанная с принцессой Кингой. Согласно легенде, она была венгерской принцессой, которая собиралась выйти замуж за польского князя. В качестве приданного она попросила соль, потому что тогда ее было очень мало. Кинга бросила свое обручальное кольцо в соляную шахту в Венгрии, а когда в Польше начали добывать соль, в одном из кусков соли нашли ее кольцо. И считается, что именно так в Польше появились богатые соляные залежи. Kinga miała inny pomysł. Dowiedziała się, że w Polsce nie wydobywa się soli kamiennej, więc poprosiła ojca o kilku górników solnych. Z ich pomocą chciała odnaleźć w Polsce sól. Niewiele myśląc, Bela sprezentował Kindze całą kopalnię. W drodze do Krakowa królewna odwiedziła ją. Podeszła do szybu i ku zdumieniu wszystkich wrzuciła do niego swój zaręczynowy pierścionek. А вообще соль на территории современной Велички добывали еще задолго до основания шахты. Здесь ее варили еще в неолите, то есть раньше соль выпаривали из воды, которую набирали в соляных источниках. Сейчас же шахта состоит из разных комнат, проходов, коридоров, которые соединены между собой.
Ощущение, как будто проходишь в полую середину гигантского соляного камня. Вокруг тебя все из соли. Многие туристы даже пробуют лизнуть стену, но это безопасно, так как соль здесь как природный консервант и дезинфектор. В некоторых местах она еще и растет, то есть на стенах и потолке можно увидеть наросты, похожие на затвердевшую мыльную пену. Это как раз результат повторной кристаллизации. Все укрепления в шахтах сделаны из дерева, и может показаться, что материал выбран не совсем разумно, потому что такой вес земли давит на все эти конструкции, но однако пропитанная солью древесина не гниет даже в условиях высокой влажности, поэтому такой материал дерева здесь незаменим. Лабиринты. Мы идем сюда, а здесь выходит уже другая группа. Здесь очень много ходов. Реально можно заблудиться, но здесь везде все перекрыто, куда ходить нельзя. Поэтому другого пути просто, чтобы заблудиться, вы не найдете. Мешка пробует воду здесь из источника. Говорят, попробуешь, омолодеешь. Соленая? Она еще включала эту штуку, она здесь крутилась. Да, но не успели мы. Ну смотри, прямо такие соляные сосульки там висят. Класс. Димка бросает монетку. Загадать надо желание, сюда бросить и сбудется. Все, значит, сбудется. А стена очень вкусная. Да? Короче, пробую воду. Здесь вода в колодце. Жуть какая соленая. Это в 100 раз соленее, чем обычная соль, которую мы кушаем. Море. Капец. И она еще соленее в разы. Капец. Я Диму спрашиваю: Дима, ты все стены облизала? Да. Вкусно тебе было? Да. Очень интересно. Влад, тебе интересно? Мне очень интересно. Я слушаю, я просто успеваю догонять, а то связь пропадает, если немножко далеко в конце будешь. Да. Но вообще очень интересно рассказывает она. Да. И здесь иногда приходится вытаскивать Адриану с коляски, потому что есть несколько дальше еще ступенек, по которым нужно спускаться. Поэтому, но в принципе, я, знаете, подумала, может и хорошо, что мы коляску не оставили в камере там хранения, потому что Адриана ей было бы тяжело, наверное. Туалет. И вот мы спустились в самый известный зал шахты. А это тот самый популярный зал. Смотрите, эта люстра сделана полностью из соляных кристаллов. Просто представьте. Все, что здесь вырезано в стенах, это все вырезано из соли. И здесь самая популярная часовня Святой Кинги, она тоже сделана из соли просто. Шахтеры вырезали эту часовню прямо внутри шахты. И если есть желание, можно обвенчаться прямо здесь, под землей, возле этой часовни, и это будет стоить вам несколько тысяч $1000. Дима, хватит стены облизывать. Ади, представляешь, это все соль? Ты представляешь? Соленая? Да? Пойдем. Посмотрите, в каком мы красивом месте. В шахте есть еще подземные озера. На самом деле вода там очень красивая и абсолютно неподвижная, но очень плохо видно, так как все практически в полной темноте. Озера здесь на камере не сильно видно, но это все здесь вода внизу. Кстати, здесь прохладнее, чем на улице будет, если вы придете летом. Но вот сейчас у нас 1 марта. И вот я в свитере, в куртке легкой. И даже уже немножко жарко, потому что спешим, экскурсия быстрая рассказали, пошли дальше. Здесь экскурсию запускают, потому что каждые 15 минут большой поток людей. В общем, поэтому не холодно. Вы можете видеть, что Влад вообще в футболке. Не холодно, Влад? Нет, хорошо. Влад переживал просто, что здесь будет холодно. Так, идем.
Летом здесь внутри температура примерно 17-18 градусов. Здесь, кстати, есть туалеты, но они не часто встречаются. Но предупреждает экскурсовод, что, например, вот сейчас туалет, следующий туалет там будет, к примеру, через 25 минут, чтобы люди имели в виду. По пути встречаются небольшие магазинчики с сувенирами. Здесь можно купить соляные лампы, косметику из соли, различные сувениры, украшения, разные соляные изделия. В общем, все, что связано с солью. Далее перерыв нам сейчас, перекус. Так, пока дети кушают, я у них поинтересуюсь. Милан, скажи, тебе было холодно? Холодно? Нет. Не было? Я без куртки. тебе? Нет. Не было никому холодно. Хорошо, а еще вопрос можно? А было скучно и неинтересно? Только честно. Ну, вообще нет, было прикольно. Облизывать стенки было прикольно. Да. Мне было там не скучно. Молодец. Смотрите, здесь под землей есть телефоны даже вот такие. Прикольно, да? Можно позвонить. Видно, в каких-то аварийных ситуациях или вот чтобы... Так как здесь не ловит связь, наверное, чтобы связываться, да, и передавать какую-то информацию. В конце маршрута есть небольшая выставка соляных кристаллов. Здесь можно посмотреть, как выглядят разные виды соли и минералов, которые добывали в этой шахте. У нас экскурсия закончилась. Нам сказали, что у каждого есть свободное время. Хотите, хоть до вечера ходите. Объяснили, где ресторан, где покушать можно, где туалет, как выйти на паркинг и так далее. Вот мы идем искать ресторан. Хотим посмотреть, почем там можно покушать. Видите, здесь везде стоят карты, заблудиться невозможно. Вот мы сейчас тут, ресторан тут, мы уже почти пришли. Ноги у нас болят, скажу так, но просто потому, что мы перед тем, как сюда прийти, мы гуляли еще по Кракову. Где-то пару часов, да, милашка, где-то часа 3 точно, и все гуляли все это время пешком, поэтому уже мы были такие не отдохнувшие. Вот. Но, в принципе, если дети выдержали, то выдержит, если даже Адриана выдержала, то выдержит любой человек. Даже не страшно, если вы забыли оставить коляску, например, или там какие-то вещи, или, например, не нашли, где оставлять коляску, вот как мы, да, то оказывается, знаете, и хорошо, что не оставили, потому что пешком Адриана бы, наверное, ей было бы тяжело, не смогла. Поэтому я сначала так расстроилась, думаю, блин, вот это мы накосячили, вот это мы просто тупанули. Но кто знал, что там вообще, мы даже и не знали, что там коляску нужно оставлять. Ну и хорошо, что так получилось. Все, что не делается всегда, все к лучшему. В нашей семье всегда так. Смотрите, в ресторане потолок, все из соли. В соляном потолке, видите вот эти дырки, там лампы вставлены или что? Это может быть, не знаю, что это, если честно, там какие-то штуки торчат, как будто для тушения пожара. Вот, но здесь все из стены, все в соли. Как будто ты сидишь в пещере. Так, цены в этом кафе. Значит, 16-14 злотых идут супы. И есть вот такая еда домашнего, так почти, да, домашнего, можно сказать, приготовления. Ну вот, например, голубцы 28 злотых, капуста квашеная 12 злотых, макароны 28 злотых, картошка фри 14 злотых,
Вот такая картошка кругленькая 9 злотых. Какие-то котлеты, получается, мясные 25 злотых, наггетсы 20 злотых. Ну, не скажу, что прямо дешевые цены, но, наверное, очень вкусные. И посмотрим, какие порции. Вот у нас вот это вот все мы купили. У нас, получается, 2 порции картошки, 2 супа, наггетсы. Вышло 70 злотых. Вот пишите, это дорого или нет. Порции не сильно большие. Например, в Икее дают больше порций супа, там той же картошки, мне так кажется, и так далее. Как по мне, тут не очень дешево, учитывая, что нас 5 человек, и чтобы нам всем накушаться, нам надо выложить хорошую сумму денег. Все, мы покушали. Сейчас ждем лифт, чтобы уже выйти на улицу, и будем бежать на автобус, чтобы доехать до Кракова. Влад сказал, что сейчас автобус будет через 25 минут, и он последний, походу. Ну, не знаю, мне кажется, Влад обманывает меня. Мы по-другому просто не ушли бы оттуда в операции, поэтому пришлось сказать. В этом во всем Влад. Все, мы сели в лифт. И Влад, смотрите, упирается головой в лифте. Короче, кто боится клаустрофобии, у кого тут, конечно, да, темно. Это я включила фонарь. Если я выключу фонарь, смотрите, то здесь вот, мы едем полностью в темноте. Видишь, как мой фонарь хорошо пригодился? Уши закладывает. Ну да, уши есть. Глотает слюнки. Параллельно тоже есть. Пошли посветить. Потому что откусит пальчик. My już jedziemy w windzie. Сашка тоже. О! Ale było mega Polish language. No już przyjechaliśmy. Polish or English? Do you speak in Polish? Не, пана спрашивает. Пан. Все, выходим. Так. Dziękuję. Все, мы вышли. Ну такой, я тебе скажу, скоростной лифт. За сколько мы доехали? Ну, короче, меньше минуты точно. А представьте, да, 120 метров под землей. Это какой-то суперскоростной лифт. Ну, а теперь главный вопрос, стоит ли сюда ехать именно с детьми. На мой взгляд, да, стоит, так как в Польше в школе детям рассказывают про Величку, про соляную шахту, поэтому им будет, думаю, интересно и полезно для общего развития. В общем, один раз сходить стоит. По второму разу я бы, наверное, не шла бы. Сейчас отвечу почему. Сразу скажу, что мне шахта понравилась, но цена вышла нам лично, да, так как нас много человек, достаточно дорого. 304 злотых на 4, 2 плюс 2. 2 взрослых, 2 детей. Адриане вышло бесплатно. Если вы идете индивидуально, вот один человек, то одному человеку выходит примерно 80 злотых. И это, конечно, по карману не так ощутимо бьет, как сразу выложить 300 злотых только на тур. Плюс еще, если заложить деньги на дорогу, на покушать там в ресторане или просто в другом месте, то выходит довольно недешевая поездка. Ну и во-вторых, чисто мое мнение, что я немножечко, возможно, ожидала большего от этой поездки. Мне хотелось увидеть, да, вот эти вот соляные сосульки на несколько метров, да, которые свисают с потолка в шахте. Это было, но настолько мало. Например, когда мы были в Италии, мы хотели пойти тоже там в соляную шахту, но не получилось, потому что Адриана еще совсем маленькая была, там тоже с коляской нельзя. И мы видели просто фотографии, и там, конечно, по фотографиям вот эти сосульки красивые свисают, прям как в пещерах. Вот этого вау-эффекта хотелось почувствовать, но, к сожалению, я лично не почувствовала. Но, в принципе, в общем, для общего развития пойти стоит. Также можно убить сразу 2 зайцев, так сказать, сходить в соляную шахту в Величке и пойти погулять по Кракову, если вы в Кракове еще не были. Как это сделали мы?
Прошлое видео как раз было про Краков. Кто не видел, обязательно посмотрите. Я здесь прикреплю это видео. Нам очень понравился Краков, учитывая, что мы никогда в Кракове не были. Очень красивый большой город, много интересных достопримечательностей. В общем, в целом поездка на один день получилась очень насыщенная и прикольная. За мои старания, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, можете оставить комментарий, были ли вы в этой шахте и слышали ли вы вообще про шахту в Величке. Будет интересно почитать, если вы еще там не были, то советую вам туда съездить хоть на один разочек, чтобы, так сказать, поставить галочку напротив этого пункта и для общего развития. А я буду с вами прощаться, до новых встреч, всем пока-пока!